За каждым снимком в этом видео реальная история, будь то это убийство, одержимость, теракт или что-то, чему нет объяснения. Сегодня я покажу вам 8 таких снимков, которые лучше бы никогда не существовали. Посмотрите на это фото. 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк, 9 часов 41 минута, утро. Фотограф Ричард Дрю направляет объектив на северную башню Всемирного торгового центра и нажимает на кнопку. В то утро Дрю был на задании совсем в другом месте, снимал показ мод в Мидтауне. Он поехал к башням, когда они уже горели. Среди огня, дыма и хаоса люди прыгали сами, от безысходности, или падали по воле случая. Никто до сих пор точно не знает, прыгнул ли этот человек сам или его вытолкнул взрыв. Дрю снял серию из 12 кадров, в одном из них этот человек идеально вертикален, а лицо опущено вниз. За его спиной полосы башни, словно линейка. На следующий день газеты по всему миру вышли с этим снимком, но редакции получили сотни писем. Люди были в ярости, говорили, что это эксплуатация трагедии, и снимок убрали из публичного пространства на 5 лет. Кто же этот человек? Его личность так и не установлена официально. Журналист Том Джунат провел расследование и опросил 7 десятков погибших. Одни были уверены, что узнали своих близких, а другие требовали опровержений. Этот человек до сих пор безымянная фигура на фоне башни, но именно потому, что мы не знаем его имени, он стал одним из символов всех 2977 человек, которые стали жертвами страшного теракта 11 сентября 2001 года. Элиза Лэм. Это запись с камеры видеонаблюдения в лифте отеля Сесил, Лос-Анджелес, 31 января 2013 года. Девушке 21 год, ее зовут Элиза Лэм. Она канадская студентка, путешествующая одна по западному побережью США. Посмотрите на ее руки. Отель Сесил – одно из самых мрачных зданий в истории Лос-Анджелеса. Здесь жили серийные убийцы, здесь происходили суициды. Здесь, на Скид-Роу, самом неблагополучном районе города, люди приходили умирать. Элиза заехала в отель 26 января, 31-го пропала. Полиция несколько недель искала ее. Ничего, никаких следов, только это видео из лифта, которое они выложили в интернет в надежде, что кто-то что-то узнает. Видео стало вирусным, миллионы просмотров за сутки. Люди не могли объяснить, почему лифт не закрывается, почему она прячется, с кем она разговаривает и что же с ее руками. 19 февраля, больше чем через 2 недели после исчезновения, постояльцы отеля начали жаловаться на странный вкус воды, на низкое давление в трубах и на запах. Рабочий поднялся на крышу, открыл крышку водонапорного бака и нашел Элизу. Она была обнажена. Ее одежда плавала рядом, следов насилия не обнаружили. Официальная версия – случайное утопление. У Элизы было биполярное расстройство. По результатам анализов она принимала антидепрессанты, но пропустила несколько доз стабилизатора настроения. Это могло вызвать острый психотический эпизод. Но осталось большинство вопросов. Как она попала в бак? Тяжелая металлическая крышка, высокая лестница – все это в одиночку в нарушенном состоянии сознания. А видео из лифта так и осталось одним из самых тревожных кадров в истории интернета. Медовый месяц. Этот снимок сделан на глубине 25 метров. Дайвер фотографировал свою жену и случайно поймал в правом нижнем углу кое-что еще. 22 октября 2003 года. Большой барьерный риф. Австралия. Место погружения – затонувший корабль Йонгала. Один из самых известных дайв-спотов в мире. Девушку зовут Тина Уотсон, ей 26 лет. Они с мужем Гейбом в свадебном путешествии. 11-й день после свадьбы.
Гейб – опытный дайвер, Тина – новичок. Она получила сертификат за несколько недель до свадьбы, специально для этой поездки. Во время погружения их подхватило течение. По словам Гейба, он потерял ее из виду, всплыл на поверхность, чтобы позвать помощь. Инструктор нырнул вниз и нашел Тину на дне, без сознания. Ее поднимали на борт 40 минут, реанимация не помогла. Следствие обнаружило, что Гейб дал полиции 16 разных версий того, что произошло под водой. Ни одна не совпадала с показаниями очевидцев. Свидетели видели, как он держал Тину в объятиях под водой, а потом отпустил и поплыл наверх. Отец Тины заявил, что Гейб незадолго до свадьбы попросил ее увеличить страховку на жизнь в 10 раз и назначить его единственным получателем. Гейб Уотсон признал вину в непредумышленном убийстве и отбыл 1,5 года в австралийской тюрьме. Дело о преднамеренном убийстве в США было закрыто, недостаточно доказательств. Тина Уотсон так и осталась на этой фотографии, на дне, с раскинутыми руками, как будто она все еще ждет, что ее кто-то подхватит. Мертвая невеста. На этом фотоснимке женщина в парике, с восковым лицом, в нарядном платье. Но есть одно «но». Она умерла 9 лет назад. Ки-Уэст, Флорида, 1940 год. Человека, который сделал это, зовут Карл Танцлер, рентгенолог. Это немецкий эмигрант, ему на тот момент было 63 года. Женщину звали Мария Елена Милагро де Хойс. Она умерла от туберкулеза в октябре 1931 года. Ей был 21 год. История. Они познакомились в больнице. Танцлеру было 53, ей 20. Он лечил ее от туберкулеза. Утверждал, что видел ее лицо в своих снах с детства, как свое единственное предназначение. Когда она умерла, он построил ей мавзолей на кладбище за свои деньги и приходил каждую ночь, пел ей песни через решетку. В апреле 1933 года, через 1,5 года после ее смерти, он пришел ночью с игрушечной тележкой и забрал ее с собой. Следующие 7 лет Карл Танцлер жил с телом Елены в своем доме, реконструировал его проволокой и гипсом, надевал на него украшения, клал рядом с собой в кровать. Соседи видели его в окне, он танцевал с тем, что выглядело как кукла. В 1940 году сестра Елены услышала слухи, пришла к нему домой, и он сам открыл ей дверь и показал куклу. Но это была не кукла. Танцлера арестовали. Тело Елены выставили на публичный осмотр в похоронном бюро. Его посмотрели почти 7 тысяч человек. Случай стал сенсацией. Но срок давности по всем статьям уже истек. Танцлер вышел на свободу, переехал в другой город и по некоторым свидетельствам сделал восковую копию Елены, с которой прожил до самой смерти. Что можно сказать об этой истории? Любовь без взаимности может стать чем-то очень темным, и что иногда самые страшные вещи происходят не в темных переулках, а в самых обычных тихих домах, о которых никто не задумывается. Черная Далия. Посмотрите на это лицо. Темные волосы, синие глаза. Эта девушка хотела стать актрисой. Ее звали Элизабет Шорт, ей было 22 года. 15 января 1947 года ее тело нашли на пустыре в Лос-Анджелесе. Оно было разрезано пополам. Район Лаймерт-парк. Утро. Женщина с ребенком выходит на прогулку и сначала думает, что видит манекен. Подходит ближе. На месте нет ни капли крови, тело было убито где-то в другом месте, тщательно вымыто и привезено сюда, как экспонат. ФБР опознала жертву за 56 минут по отпечаткам пальцев из базы данных. Элизабет Шорт из Бостона приехала в Голливуд за мечтой. Расследование стало крупнейшим в истории на тот момент. Более 150 подозреваемых, ни одного обвинения. А потом пришло письмо. Через несколько дней в редакцию Лос-Анджелес поступил пакет. Внутри свидетельство о рождении Элизабет, ее фотографии и адресная книга. Все предметы были обработаны бензином, чтобы не оставить отпечатков. Сопроводительная записка сложена из вырезанных газетных букв. Вот вещи далее. Письма приходили еще несколько раз. Убийца насмехался над полицией, назначал встречи и не являлся. Дело Черной Далии не раскрыто до сих пор. Прошло почти 80 лет. Убийца, скорее всего, давно мертв, но каждый год появляются новые теории, новые подозреваемые и новые книги. Космонавт с болота.
23 мая 1964 года английский пожарный Джим Темплтон везет семью на пикник на болото у Соуэтфёрд на севере Англии. Он фотографирует 5-летнюю дочь Элизабет, простой снимок, девочка в красивом платье на зеленом лугу. Когда проявляют пленку, за ее спиной стоит кто-то в белом скафандре. Джим клянется, на болотах в тот день были только они с семьей и пара пожилых женщин в машине у дороги. Никакого человека в скафандре он не видел. Он отнес фото в полицию. Они сказали, подозрений нет, снимок подлинный. Отправили в Кодак. Те подтвердили, пленка не повреждена, двойной экспозиции нет. Кодак даже объявил приз – год бесплатной пленки тому, кто объяснит появление фигуры. Приз так никто и не забрал. После того, как фото попало в газеты, к Темплтону домой пришли двое мужчин без удостоверений, назвали себя только номерами – 9 и 11. Сказали, что работают на правительство. Они отвезли его на то самое болото, задавали странные, ни о чем не говорящие вопросы. А когда Темплтон сказал, что не видел никакой фигуры в момент съемки, они разозлились и уехали, оставив его стоять одного посреди болот. В 2014 году журналист Дэвид Кларк предложил версию. Это жена Темплтона, Энни. Она стояла спиной к камере. Синее платье на ярком солнце дало передержку и стало белым. Получился скафандр. Сам Темплтон эту версию отверг. До конца жизни он говорил одно – там никого не было. Может, это жена, может, передержка пленки, может, нет. Но история с правительственными агентами, которые не назвали имен и уехали на болото – это уже совсем другой вопрос. Семья Купер. Семья переезжает в новый дом. Отец фотографирует жену, мать и двух маленьких сыновей за обеденным столом. Горят свечи, все улыбаются. Когда стали проявлять пленку, с потолка свисла фигура. Никто из присутствующих ничего подобного не видел. Снимок гулял по интернету с 2009 года, как одно из самых необъяснимых фото в мире. Подпись «Семья Купер, Техас, 1950-е. Первая ночь в новом доме». В 2015 году один из мальчиков на фото, уже взрослый мужчина, написал на форуме: «Это мы с братом, снимок настоящий, 1959 год. Но наша фамилия не Купер, а Коппер, и никакого тела не было. Кто-то взял нашу семейную фотографию и что-то добавил». Исследователи выяснили, фигура на потолке, скорее всего, женщина-балерина, сфотографированная отдельно и перевернутая вверх ногами. Позу и одежду удалось частично идентифицировать. Кто это сделал, неизвестно, зачем тоже. Первое появление отредактированного снимка датируется ноябрем 2009 года. Это почти наверняка фотомонтаж. Но у этой истории есть кое-что настоящее. Реальная семья, чья фотография была украдена и превращена в легенду об ужасе, и они до сих пор не знают, кто это сделал. Это картина, но она попала сюда, потому что после нее горели дома. Мальчик плачет, огромные глаза, слезы по щекам. Художник – итальянец Джованни Браголин. Настоящее имя Бруно Амадио. Он создал целую серию таких картин в послевоенные годы. Репродукции расходились по Европе миллионными тиражами, особенно в Северной Англии. 1985 год. 4 сентября. Газета The Sun публикует репортаж. В Роттереме сгорел дом семьи Холл. Среди руин осталась нетронутая только одна вещь – дешевая репродукция плачущего мальчика. Брат хозяина дома, пожарный, рассказал, что его коллеги находят такие же репродукции на пожарищах постоянно, нетронутыми посреди пепла. После выхода статьи редакцию затопили письма. «Я купила эту картину, и у меня умерли 3 сыновей. Я повесил ее, через неделю сгорел склад. Моя копия не горит, я пробовал». В Северной Англии висело более 50 тысяч экземпляров этой картины. Появилась история о том, как была написана картина. Браголин якобы использовал собственного сына как натурщика и специально поджигал перед ним спички, чтобы тот плакал. Мальчик до ужаса боялся огня. В конце концов, ребенок не выдержал и крикнул отцу: «Гори ты сам!». Через 2 недели мальчик умер от пневмонии, а вскоре сгорела и мастерская художника. Сам Браголин погиб в огне. Подтверждений этой легенде никаких. Бруно Амадио умер в 1981 году, и ни пожара в мастерской, ни смерти сына официально не зафиксировано. Позже выяснилось, картины не горели не из-за проклятия, они были напечатаны на очень плотной бумаге с огнестойкой пропиткой.
Именно поэтому выживали на пожарищах. Газета «The Sun» организовала массовое сожжение картин на пустыре. Люди присылали репродукции, их сожгли, пожары прекратились. Проклятие не настоящее, но страх, который охватил целую страну из-за одной картины с плачущим ребенком, это было вполне реальным. И, наверное, это говорит о нас что-то важное. 8 снимков, 8 историй. Некоторые задокументированы и доказаны, некоторые нет, но все они существуют, все они были сделаны, и ни один из людей на этих фото не знал, что этот фрагмент станет тем, чем он стал. Если ты до сих пор смотришь это видео, значит тебе было интересно. Подпишись, если хочешь больше таких историй. Спасибо.